После отражения персидского нашествия на Элладу прошло больше 100 лет. С тех пор многое изменилось. Спарта недолго наслаждалась плодами Великой Победы. Против нее выступили не только вечные конкуренты Афины, но и бывшие спартанские союзники, поддержанные Персией. Когда истощенная многочисленными войнами Спарта перестала внушать страх персидскому царю, он заставил греков заключить между собой мир, продиктовав его на своих условиях. Гарантом этого мира персидский царь назначил Спарту, и она снова стала навязывать грекам свою волю, но теперь уже по велению персов. Спартанцы бесцеремонно вмешивались в дела всех греческих полисов, свергали демократию, ставили у власти своих сторонников-олигархов, размещали в городах гарнизоны. Даже в Фивах, своем давнем союзнике, спартанцы разместили свой гарнизон и постепенно изгнали сторонников демократии. Изгнанные фиванцы обратились за помощью к Афинам, извечному сопернику Спарты. При поддержке афинян фиванские демократы тайно вернулись в родной город, перебили олигархов и изгнали спартанский гарнизон. Естественно, спартанцы не могли с этим смириться. Так началась долгая и ожесточенная Боеотийская война, в ходе которой фиванские военные силы возглавил выдающийся полководец Эпоминонт. В 371 году до нашей эры войско спартанцев и Пелопоннесского союза под командованием спартанского царя Клеомброта вторглось в Боеотию с целью ее подчинения и восстановления в Фивах олигархического правления. Клеомброт вел наступление по гористой дороге вдоль морского берега и вторгся в Боеотию неожиданно для врага. Войска Боеотийского союза под руководством Эпоминонда стали укрепленным лагерем на холме Улевктр. Здесь же расположились войска Клеомброта. Лагеря противников разделяла равнина шириной около 2 километров. Спартанцы имели 10 тысяч гоплитов и 1000 всадников, фиванцы 6 тысяч пехотинцев и 1500 всадников. Преимуществом спартанцев было численное превосходство и наличие в ядре войска отряда спартиатов, полноправных граждан Спарты, получивших суровое военное воспитание. На стороне фиванцев была более многочисленная и лучше обученная конница и хитроумный полководец Эпоминонт. 5 августа 371 года до нашей эры он решил дать сражение и приказал войскам строиться в боевой порядок. Клеомброт тоже дал приказ на построение. Спартанцы выстроились в классическую греческую фалангу из 12 шеренг. Правое почетное крыло занимали сами спартанцы во главе со своим царем. На левом крыле построились пелопоннесские союзники. Место перед строем заняла конница. Таким образом, спартанцы рассчитывали провести классический бой фаланг, в котором правое сильнейшее крыло каждое из фаланг могло прокинуть левое, слабейшее, а затем победившие крылья сражались между собой. В таком столкновении численное превосходство и степень обученности спартанцев делали их победу предрешенной. Однако Эпоминонт нарушил традиционную тактику. На своем правом фланге он поставил фалангу всего из 8 шеренг. Зато на левом, напротив соратников Клеомброта, была выстроена колонна глубиной в 50 щитов – эмбалон. Ее замыкало элитное подразделение фиванцев священный отряд под командованием ближайшего друга Эпоминонда Пелопида. Эмбалон был выставлен вперед по сравнению с остальным боевым порядком фиванцев и должен был первым начать сражение. Строй фиванцев также прикрывала конница. Замысел фиванского полководца был простым, но новаторским для пехотной тактики греков. Эмбалон должен был взломать фалангу спартанцев, разгромить лучшую часть войска во главе с царем, после чего добить спартанских союзников не составляло особого труда. Главным риском этой тактики была угроза охвата ударной колонны с флангов более широкой фалангой спартанцев. Клеомброт не был расположен давать бой в этот день из-за проведения праздника в честь бога Аполлона Гимнопедии, почитаемого спартанцами. Эпоминонт решил воспользоваться этим и схитрить. Он приказал своей армии двинуться к лагерю, показывая противнику, что он тоже не намерен сегодня биться. Видевшие это спартанцы также начали покидать свои боевые порядки, отправляясь в свой лагерь. Но в этот момент фиванская конница нанесла неожиданный удар и опрокинула конницу спартанцев. Отступая, спартанские всадники нарушили строй рядов своей фаланги, прежде всего правого фланга. Спартанская фаланга, находящаяся в смятении после отступления конницы, начала движение, загибая свой правый фланг так, чтобы охватить более короткий боевой порядок фиванцев. Но в этот момент фиванская ударная колонна Эмбалон врезалась в спартанский боевой порядок и прорвала его. А угроза окружения фиванцев была предотвращена стремительной атакой священного отряда во главе с Пелопидом, столкнувшимся лицом к лицу с царем Клеомбротом и его соратниками, которые попытались ударить во фланг Эмбалона.
Союзники Спарты еще не вступили в бой, поэтому спартанцы одни приняли удар биотийцев, и перевес в силах был полностью на стороне фиванцев. В ожесточенном бою Клеомброт был смертельно ранен, кроме того, много спартанцев погибло, защищая своего царя. Спартанцы все же сумели оттеснить фиванцев и унести тело своего поверженного предводителя. Однако они уже не смогли восстановить стройность рядов своего правого фланга. А вдохновленные фиванцы, развернувшись, нанесли удар по центру, затем и по левому флангу противника. Стойкие спартанцы пытались держаться, но атакованные с двух сторон вскоре побежали с поля боя. Потери Спарты составили более 1000 человек. Победа Эпаминонда при Левтрах произвела ошеломляющее впечатление на всю Грецию, ведь спартанцы раньше никогда не проигрывали сражения уступавшему им по численности противнику. Фивы одержали не просто победу. Эпаминонд первым открыл эффективный тактический принцип, который стал определять исход почти всех сражений. Неравномерное распределение войск по фронту, чтобы сосредоточить силы для главного удара на решающем участке. В конечном итоге битва при Лептрах привела к закату гегемонии Спарты в Элладе, длившейся много столетий. Эта битва нанесла Спарте серьезный демографический удар, поскольку большинство из погибших вместе с царем Клеомбротом спартанцев являлись полноправными гражданами Полиса, принадлежавшими к знатным родам. Дальнейший ход Биотийской войны привел к распаду Пелопоннесского союза и к утрате Спартой плодородных земель Мессении. В результате ведущие эллинские полисы были втянуты в изнурительную войну за гегемонию в Элладе, которая закончилась победой новой грозной силы Македонии.